Привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Давно мы с вами не писали вместе, и сейчас я решила создать видео из 12 частей, где я хочу под каждый месяц, под свое ощущение каждого месяца написать свое море. Сейчас я покажу, какую палитру я выбираю для января. Это холодные оттенки, фиолетовый, голубой, но также я возьму пару желтых цветов, то есть чистый желтый кадмий и неаполитанскую телесную. Вы мне часто пишете в Инстаграм, что не стоит ограничиваться форматом Reels и записывать более полные ролики, туториалы. Это как раз будет выходить все здесь, но также у меня есть онлайн-уроки с более детальной уже проработкой, с моими комментариями, с рассказом о технике. Если вы хотите учиться у меня, все ссылки будут в описании. Ну а мы с вами начинаем. Я на самом деле не так уж сильно долго думала насчет января, потому что январь, мне кажется, очень понятный месяц. Месяц, когда погода уже установилась, температура и погода уже не скачет, и если мы берем идеальный январь в России, в Санкт-Петербурге или в других городах, то это достаточно толстый слой снега, все белое, красивые, яркие, бело-голубые леса. И на самом деле в январе, по моим ощущениям, всегда очень много солнечных дней, то есть таких прям холодных, ясных, солнечных денечков. Вот почему-то вот эти цвета мне приходят именно на ум, когда я думаю, как я хочу написать это море. Это обязательно холодный ультрамарин, далее фиолетовый, который в смеси дает такой красивый, приглушенный синий-фиолетовый цвет. Также я использую чистую королевскую голубую. Это цвет для меня ясного, самого идеального дня зимой. Прям чистую ее использую, иногда добавляю белила. Наверное, все мы испытывали это чувство, когда мы гуляем по лесу, и нас слепит этот белый яркий снег, голубое небо, огромные длинные тени. Тени обычно всегда зимой такие фиолетово-голубые, как раз фиолетово-синие. И если где-то остались кусочки земли, не покрытые снегом, они ощущаются не как черный или коричневый цвет, скорее он ощущается как темно-синий. Это смесь, для меня, по крайней мере, индиго плюс ультрамарин. И по ощущениям это яркий солнечный день, особенно когда только-только прошли праздники, или это как раз праздничные каникулы новогодние, и ты гуляешь по паркам или там по природе, или едешь к заливу. Естественно, море, мы не предполагаем, что у меня сейчас будет море во льдах, у меня будет обычное море, просто в оттенках января, именно в оттенках этого месяца. Я решила создать такое вечернее закатное солнце, которое заходит за облака. Облака здесь хочу передать как раз-таки через индиго плюс фиолетовый, чтобы передать какое-то вот такое ощущение глубины и вот не замерзших для меня кусочков земли. То есть темные цвета, но не органичного типа в этой палитре, и создается ощущение такого холодного зимнего воздуха. Напишите в комментариях, если у вас вообще отклик такой же к этим цветам, чувствуете ли вы зиму и вообще какой январь у вас по ощущениям. На самом деле это очень интересный эксперимент, потому что все мы по-разному ощущаем месяцы, особенно когда я буду писать такие переходные месяцы, как апрель или март, или, например, ноябрь, октябрь. Они такие для меня, например, очень тяжелое, и, возможно, многие так ощущают. Поэтому буду рада, если под каждым видео вы будете писать по 3-4 слова, может быть, которые характеризуют месяц, про который я пишу, или же можете расписать в одном комментарии все ощущения ко всем месяцам. Все читаю, правда интересно, поэтому буду рада любым комментариям. Так, немного по работе, по технике. Я всегда начинаю картину с заполнения холста. То есть пока у нас есть кусочки белого чистого холста, самое яркое место на картине — это этот холст. И правильную контрастность очень сложно набрать. Да, я, наверное, позволяю себе немножко больше прописывать, потому что уже есть некий опыт в руках. Но финальная детализация будет только после полного заполнения холста. Я пишу сегодня на бумаге. Это склейка листов для масла от Малевич. На самом деле мне нравится форма
Я люблю очень квадраты, люблю симметрию. Плюс у меня есть некая мысль, почему я взяла бумагу, что, возможно, если я напишу 12 месяцев, я захочу все это дело собрать в календарь и оставить себе на память, либо же это сделать так, что даже будет возможно приобрести. Но на самом деле об этом рано говорить, потому что месяцы еще не написаны. Но одно радует, что на момент монтажа этого видео написан уже февраль, поэтому видео, надеюсь, будет выходить достаточно часто и в течение, может быть, недели, а может быть 2 мы полностью напишем с вами весь год. Так что будьте со мной, подписывайтесь обязательно на канал, буду рада каждому. Небо почти заполнили, но я решила сразу же втирать немножко таких фиолетово-голубых оттенков на желтый. Не бойтесь, что пойдет зелень. Если вы добавляете хотя бы немножко фиолетового или петербургской розовой, то зелень через желтый не проступит. Заметила классный момент в работе маслом на бумаге, по крайней мере на вот этой бумаге, что она достаточно хорошо держит масло, при этом она ее не впитывает полностью, что краска взяла и высохла, как, знаете, как в работе с гуашью. Она ее как бы немножко подвпитывает, но при этом держит и оставляет подвижной. И это классно, потому что можно сделать градиент сразу же одной кисточкой. То есть заметьте, я когда набираю вот сейчас воду, я тушую по сути сразу же одной кисточкой. То есть если убрать лишнее с кисти и пройтись по тем же местам, создастся хороший градиент. Да, для скорости я могу себе помочь это сделать тушевочной кисточкой, но в целом, если у вас нет тушевочных кисточек, вот этих вот дешевых с Алиэкспресса для макияжа, это кому интересно, какие я использую, то в принципе то же самое можно сделать на бумаге и обычной плоской кисточкой. Закончили момент заполнения фона, то есть это был такой этап подмалевка, хоть и более детально прорисованный, но все же это этап подмалевка. И вот сейчас уже можно работать с контрастностью, с детальностью, с формой облаков. И сейчас вот я увидела, что недостаточно добрала темноты около горизонта, то есть мне хочется прям глаз туда затянуть в центр. Для этого нужно облака сделать темнее, чтобы они прям там так вот затягивали нас зрительно внутрь, вглубь картины. Стараюсь все переходы слегка подтушевывать и не забывать, что в темных облаках у нас есть светлые просветы, и все-таки каких-то деталей я стараюсь добавить, потому что если я закрашу плотным цветом индиго, это будет смотреться очень грузно, очень тяжело, ну и не так сильно похоже на облака, на закат. То есть лучше добавлять деталей. Вообще люблю повторять, что чем больше деталей, тем интереснее картина. Начинаю заполнять воду. На самом деле вода у меня это всегда огромное количество мелких полосочек просто по форме воды, по направлению воды. После того, как я заполнила этап подмалевка, то есть просто единым цветом, либо добавляю там немножко желтого, немножко розового в подложке, я начинаю прорабатывать именно темные моменты. Я начинаю рисовать огромное количество темных полосок, использую индиго, фиолетовый. Тут я вот на какой-то момент отвлеклась еще раз на облака, доработаю их, продолжу набирать воду. Я вернулась к воде и как раз-таки заполняю все пространство темными полосочками. Главное делать их не одинаковыми, это не пунктир. Стараюсь
стараюсь где-то их делать подлиннее, где-то потолще, где-то начать тонкую линию, потом прижать кисточку, получилась более толстая, и потом снова отпустить, то есть она получится такой интересной формы. И прохожусь по всему пространству, то есть я заполняю полностью всю подложку, пока что только темным цветом. После этого мы уже намешаем более светлый оттенок и вновь всю воду будем проходиться мелкими полосочками. Так как раз таки появится кучу деталей, которые оживят вашу воду. Намешиваю более светлый цвет, он должен отличаться от цвета нашей изначальной подложки, то есть тут я иду немножко через желтый и как бы уже третьим слоем прохожусь по воде. Далее буду менять оттенки, например, добавлять немножко петербургской розовой, либо лиловой, либо, может быть, королевской голубой, либо вернусь на индиго и просто послойно заполнять все мелкими полосочками, потому что, опять-таки, чем больше деталей, тем оно будет реалистичнее и похоже. Я не стараюсь делать сейчас море каким-то активным, мне хотелось сделать акцент на небо, на вот это вечернее такое, даже не знаю, наверное, это холодное все-таки небо, а море оставить такой имитацией бескрайних вот этих заснеженных полей, которые отражают абсолютно все цвета, которые есть на небе. И на самом деле в январе мне этого достаточно. Я доработаю слегка море, добавлю ярких акцентов, потому что все-таки если я делаю достаточно активный солнечный свет, то и в воде он будет тоже отражаться. Думаю, что на этом все. Осталось подписать картину, и наш месяц январь готов. Пишите в комментариях, как вам картина, откликается ли вам ощущение января вот в такой передаче. И надеюсь, что увидимся в феврале, в новом месяце. Сегодня как-то так. Вешаю к себе на стену, подписываю, что это январь. Надеюсь, что у меня тут будет все 12 месяцев, и задумку я свою не брошу. И увидимся в новых роликах. Пока-пока.